Индустриализация. Запыхтели гигантские заводы, и все стало грандиозным и монументальным. Города растут ввысь до небывалых высот. По улицам ездят автомобили, а человек теперь это король природы. Он создает разные крутые штуки, типа парового двигателя, печатного станка, швейной машины и даже разные корабли и поезда. Но музыка особо не изменилась. Люди также собираются в оркестры, поют в красивых театрах перед тысячной аудиторией. Но это все те же самые инструменты, что и раньше. Такие скрипки, струнные и ударные. И казалось, что человечеству хочется чего-то нового. Так появляется человек. Его зовут Элиша Грей. Он талантливый инженер и грезит о великом. Создать первый в мире телефон. А ведь сейчас всего лишь 1887 год. Он дерзко идет к своей цели. Днями и ночами он придумывает телефонную сеть и мечтает, как в один день люди будут говорить друг с другом на расстоянии. Ничего подобного не существует. Никаких телефонов и в мыслях нет. Людям больше не будут нужны газеты, плакаты и новости из телеграфа. Совсем скоро это все будет лишним. Человек встанет с дивана, снимет трубку, а на другом конце страны ему торжественно ответят: Алло, а это АТС? Раковка? Пошел ты нахуй! Элиша успешен. Его проект почти закончен. У него на руках технология, которая изменит мир. Вау. Перед тем, как зарегистрировать свое чудо, он кое-что замечает. Если пустить вибрацию через электромагнитную цепь, а ток передать по телефонной линии, то произойдет звук такой жужжащий. То есть я могу на нем создавать музыку? Вот это да. Элиша сделал не только телефон, но и практически синтезатор. Он тестирует свой музыкальный инструмент и готовится показать его публике. Собирается полный зал. Всем интересно посмотреть, как человек играет музыку на магнитах. А теперь, дамы и господа, я покажу вам то, чего вы не лицезрели еще никогда в жизни. Дамы и господа, 8-е чудо света! Зал аплодирует. Все в полном экстазе. Миллионы денег пробегают перед глазами. Осталось только воплотить это в реальность. Но сперва нужно разобраться с телефоном. Он бежит в патентное агентство, чтобы зарегистрировать идею. Первый в мире телефон и телефонную сеть. Он изменит мир, а музыкой разберемся как-нибудь потом. Но в патентном агентстве ему говорят: извините, но вы опоздали. Вас обогнали. Что? Как Элиша Грей мог опоздать с телефоном, которого еще даже не существует? Оказывается, в тот же самый день в бюро патентов в Вашингтоне приходит мистер Энтони Поллок, адвокат другого изобретателя, которого зовут Грэхэм Белл, и он тоже придумал свой телефон. Начинается судебное разбирательство. Грэхэм Белл и его адвокаты спорят против Элиши Грея и его адвокатов. Грей и Белл подали патенты в один день, 14 февраля 1876 года. Они начинают жестко спорить. Чертежи телефонов Белла и Грея слишком похожи друг на друга. Судья не знает, кому отдать победу. Затем судья видит, Белл подал заявку на несколько часов раньше, чем Элиша Грей. Элиша протестует. Он говорит, что патент Белла недействителен. Но все решает время. Из-за того, что адвокаты Белла подали патент на несколько часов раньше, победу присуждает компании Белла. Теперь именно Грэхэм Белл – официальный изобретатель телефона в истории человечества.
Эти пидорасы сговорились против меня. Да ну вас всех в пизду. И как бы ни печальна была история мистера Грея, но с этого момента все только начинается. Удивительно, но за конфликтом внимательно следит другой человек. Мир его еще не знает, но у него большие планы. Его интересует не телефон. Он видел, как Элиша Грей играл музыку на своем непонятном инструменте, и у него созрел коварный план. План, который даст миру первый в мире инструмент, с которого начнется и вся история электронной музыки.